Здравствуйте, товарищи! Это кто? Это шеф-редактор проекта «Эра» Сергей Цветаев, координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко и политический обозреватель Федор Бирюков. Когда-то в детстве у меня были символы моего будущего успеха. Фарид Сейфуль-Мулюков, Бовин, Зорин, Милор Стуро. И они все были политическими обозревателями. У меня тоже они были телевизионными кумирами. Я не знал, что все так обернется буквально. О как. Никто не знал. Мы умеем делать свои судьбы. Да, зигзаг удачи. Тема сегодня, вот какая тема. Надо же тему обозначить, иначе зачем мы здесь каждый день? Без темы. Нам не нужна тема. Ты ее выдумал только что? Нет. Мир лежит во мраке. Пишут, что западное общество примерно до 40% населения обращается в случае каких-то сложностей с бизнесом, с делами, с семейными вопросами, с дружескими разборками, с контактами с идиотами-соседями, обращаются к гадалкам, эзотерическим мыслителям, ментальным целителям и отсекателям аэробных всяких хвостов. Значит, и бюджеты, которые тратятся на это, давно превосходят расходы Дональда Трампа на реконструкцию Белого дома и Пентагона и всего остального. У нас примерно то же самое. Наука отброшена далеко назад, и впереди человечество с пылающим факелом идет некая субличность, объединяющая в себе шамана, колдуна, вещунью, прорицателя и предсказателя. А мы тут говорили о визионерах, а никакого визионерства в том, что сейчас сказано, нет. А вот помните, я на прошлом эфире там говорила речь про то, что человеку, про рабство, когда мы рассуждали, что человеку нужна конгруентность между внутренним и внешним, и тогда он будет счастлив и свободен. Вы дружно меня осадили и сказали, это никуда не годится. Потому что мы тебя любим. А сейчас выясняется, что, оказывается, человек внутренне не устроен. Ему некомфортно, дискомфортно жить в этой реальности, и его спасают что? Гадалочки. Мы преклоняемся перед тем, что ты делаешь перед всем. А работать надо с внутренним состоянием. И тогда, то есть в этом самое главное не свобода. Прежде чем мы говорим о свободе всего общества, человек должен быть внутренне согласован, без внутренних конфликтов, чтобы не было никаких поводов ходить куда-то к гадалкам, обращаться к эзотерике и искать везде выходы из своих ситуаций, особенно в мистических штуках. О чем это сейчас тенденция говорит? О том, что человек внутри нестабилен. Он не понимает ни своего смысла жизни, ни зачем он живет, ни как справляться с трудностями, нет навыков саморегуляции, как выходить из проблем. Это очень важная тема, и я не думаю... Многие, когда я о ней говорю, об этой теме, начинают думать, я занимаюсь каким-то... Я так не считаю. Не до истории. А на самом деле, к чему приводит тому, что мы не обращаем внимания на внутренний мир человека, на его внутреннее состояние, на его психологическое здоровье, на его психическое самовосприятие, восприятие этой реальности. Поэтому это очень важно. И ту тенденцию, которую мы сейчас наблюдаем, говорит нам о том, что человек психически нестабилен. И что мы собираемся сделать вообще с обществом, если ему нужно при решении своих проблем идти гадать на картах Таро? И безволен? Я так понимаю, что основная масса сейчас ощущает себя щепками во время шторма в океане. Или щепками в костре, и весело так искрят. Да. Сделаем пометку, постановляем, что главным объектом нашей будущей революционной экспроприации будет сфера эзотерики по всему миру. Там, как ты сказал, собраны огромные деньги. И хватит на то, чтобы построить новый мир согласно проекту «Эра». Мы построим 3 пензенских приливных электростанции. Почему не 5? 5. Построим 5. Мы посчитали, на 5 хватает первый транш эзотерический. Ведь вообще на самом деле это страшно. Это конечно. как бы абсурд, потому что получается в моей голове гуманитарий, окей? Значит, мы продвигаемся вперед. Ладно, как было сказано, мы все болтаемся в консервных банках на орбите, но телефоны-то у нас есть. Как-то у нас растут там сети, что-то у нас там, какие-то коллайдеры, там бог его не знает. Как будто бы по сравнению с прошлым и с позапрошлым веком, как будто бы мы движемся хоть как, но вперед. И одновременно с этим нарастает буквально какое-то ментальное. Не буду утверждать, что социальное, но ментальное средневековье, оно буквально нарастает.
Ну, это симптом внутреннего неустройства человека. Он недоволен ни своей жизнью, ни обществом. И не хочет ее принимать ни в каком Он виде. не умеет. Кто человек... Вот сейчас мы находим... Это разные вещи, не хочет. Это... Нет, это абсолютно разные. Я стою на позиции на том, что человек сейчас не слабый и не средневеково-мракобесно мыслящий, если обращается, условно говоря, к мистике, эзотерике, условно говоря. Это просто симптом того, что нужно разобраться со своими внутренними психологическими проблемами. Ну, не психологическими, это условно. Я тоже сейчас не говорю про психологов, это как будто бы психологи что-то решат. Нет, я тоже согласна, что большинство сейчас психологов такие же мистики, условно говоря. Они ничего они не помогают и не решают. Я не к этому, я не говорю, чтобы все сейчас дружно обращались к психологам, психотерапевтам. Это просто симптом о том, что человек не умеет жить в текущей реальности. Ну, у него голова сбоит, в голове сбоит. Совершенно верно. Это не то, может. что Элвин Тофлер называл шоком будущего. Невозможность переварить изменения. Я бы только выразил свое мнение относительно Средневековья. Это вот штамп, что это темные века. Ты вот как культуролог знаешь, какой расцвет искусства происходил в Средние века. Ничуть не меньше, чем в последующую эпоху Возрождения. Это было высокое, о чем-то аскетичное, в чем-то во многом героическое искусство, сохранялись знания. Да, большинство населения было неграмотным, по нашим мнениям, темным, но эти люди на самом деле, они ведь умели жить в гармонии, в резонансе с природой. Без всяких технических средств они создавали великие государства, открывали новые земли. Да, за средними веками, за темными, казалось бы, веками нелепости последовала эра великих географических открытий, технический рывок. Значит, средние века – это вообще очаг религиозной мысли очень интенсивный. И на Западе, и, кстати, вот... К сожалению, часто весьма жестокой, вульгарная религиозной. историография украла у России средние века. То, что называется Древней Русью, на самом деле это Русь средневековая. А средневековая Русь – это вообще пример безудержного расцвета всего. Вот вплоть до начала монгольского нашествия. Не говоря уж о истинно Древней Руси. Поэтому вот то, о чем ты говорил, сегодняшний человек, имея большой ассортимент технических средств, как будто точится на месте, я разделяю это мнение, потому что техника, которая вместо того, чтобы реально служить человеку, уже выполняет какие-то иные функции, она просто нам мешает. Это лишние палки в колесо сансары, да, которые мы в известном крутимся. смысле порабощение. Да, вот я вчера буквально, мы шли с дочкой, видел прекраснейший автомобиль, это, наверное, там немецкая марка годов 70-х, он, конечно, отполирован, но это видно очень старая. Вот моя ровесница где-то. Они ездят, вот эти машины тогда делались, и советские машины той поры до сих пор ездят, именно той, когда они там вот сделаны. А сегодняшнее все однодневное, одноразовое. Автомобиль через год уже устарел морально, через 2 года он рассыпался. Дома строят прекрасные, дорогие. На эти квартиры должны работать несколько поколений. Но они через несколько лет уже все, и морально, и физически устарели. Мы живем в мире, который быстро-быстро устаревает. Он одноразовый. И вся совокупность людей работает как сырье на прибыли хозяев мира, хозяев денег. И поэтому, конечно же, человек, он же интуитивно, на уровне чутья чувствует, что он просто сырье, он не низведен от уровня и подобия Божьего, от свободного человека, обладающего волей и разума, просто до сырья. И он переживает, нервничает, идет к гадалке, пьет. Вообще там просто уходит в полный астракизм и не видит выхода. Где угодно надо найти ему, этому человеку, ответ, только не здесь, в этой плоскости. Да. Потому что здесь он ответа не видит, априори его нет. Как будто бы. Он есть, но этот человек его не видит. А кто ему даст ответов? Кто ему дает эти ответы? В частности, «Эра» как проект... Нас много людей смотрит. Не-не, ты права абсолютно. Нас немного людей смотрит пока, но «Эра» дает ответы на эти вопросы. Но тут ведь в чем фокус? Мы даем ответы такого рода, которые требуют усилий. Мы не говорим: съешь таблетку, голова пройдет, а то, что ноги отвалятся через 2 недели, то не наша забота. Да, ты, как говорится, голова прошла, все, вопросов нет, пуговицы на месте, на месте. А это то, что озвучено в сегодняшнем эфире, вот эта зона взаимодействия человека с реальной реальностью, она не требует усилий.
Ну, там редко-редко, когда попадаются какие-то действительно люди, поднастроенные на ноосферу, там, на биосферу, которые дают реальные задания, какие-нибудь условные Гюрджиевы, с которыми нужно преодолевать, там землю копать, камни из края в край перекатывать и так далее. В основном нет. Ты отдаешь банкноту, тебе делают прямое вливание в мозг. И анестезия, там, новокаин, ну сколько он действует? Вот, обкололи тебя, сколько-то действует. Но это же тоже признак системного цивилизационного разрушения. К вопросу о средних веках, да, я принимаю, что это несколько я перегнул. Тем более, что средневековому человеку приходилось испытывать неимоверное количество вот таких базовых неудобств по сравнению с сегодняшним днем, и при этом все равно сохранять стремление к жизни, огонь внутренней веры, способность как там из последних, не из последних сил поддерживать семью, рожать детей и так далее. И все-таки я сказал о средневековье, потому что инквизиция, там еще какие-то проявления, это вот такая теневая сторона, когда многие вещи извращаются, да? Какие-то церковные догмы становятся постулатами истребления себе подобных, всякое там было. Самый отъявленный масштабный пример просто античеловеческого мракобесия развернулся в Европе в 20 веке при поддержке участия самой передовой науки. Это как всплеск пароксизма отвратительного модерна был. Самой передовой науки, и прочими делами. Высшего общества, да. Самых образованных людей. Никакая инквизиция там рядом не стояла по уровню омерзительности событий. Да, вынужден признать. Что мы можем предложить миру? Понятно, что наша программа требует внутренних усилий. Надо читать, надо осознавать. Даже вот мы здесь, погружаясь в определенные аспекты эры, вынуждены буквально, я вот не знаю, какое слово подобрать, впихивать в себя, проглатывать там книжные тома, некие программы самых различных людей из самых различных сфер. Тебе научу подключаться к ноосфере, все будет автоматически. Да, но для этого нужно обращаться к Сергею Ивановичу, просто так не подключишься. У меня альтернативный есть. У тебя есть альтернативный источник, прекрасно. Что мы можем предложить людям? Потому что это усилие. Это извечная история для того, чтобы похудеть, хорошо бы что-нибудь слопать и проснуться в штанах на 27 размеров меньше. Но на самом деле, чтобы похудеть, надо прекратить жрать все подряд, всю таблицу Менделеева, и заниматься спортом, и вести здоровый образ жизни. Так и здесь. Что мы можем предложить? Потому что все, что мы предлагаем, требует системных усилий. Системных усилий и ежедневной осознанности. Вот тебя плющит вот это бытие, которое основную массу заставляет идти, условно, к гадалкам и так далее. А ты вот нет, а ты вот стой и сопротивляйся. Иди читай там «Кристаллы роста», иди читай труды философов русской школы, западной школы, осмысляй там Ленина, Сталина, смотри вокруг, общайся с людьми, у которых сохраняется свобода мыслеизъявления. Это труд огромный. Мне кажется, сейчас нужны более быстрые ответы. Человек недоволен своей жизнью. Ему нужно объяснить, во-первых, почему он недоволен своей жизнью, почему он чувствует себя неудовлетворенным, ну и ослаблен, ну вот этот весь комплекс, который приводит к такому состоянию. И второе, нужно ответить на вопрос, а какой мир, в котором ты будешь доволен? Сразу же, сейчас не нужно, нет у людей потребности размышлять и ходить долгими путями. Сейчас нужна концепция, которая быстро объяснит, почему сейчас так, почему конкретно ты в своей жизни недоволен ею. Без всяких там теорий, концепций очень масштабных, открытых. И ответить на вопрос, а что сделает тебя довольным? Ты вот очень здорово сформулировала, каков будет мир, в котором ты будешь доволен. Так ты сказал, да? Каков мир, которым ты будешь доволен? Вот если сейчас вот опрос провести, вот выйти, не знаю, там, на чистый или еще что-нибудь предпринять, вот мы какие ответы соберем, как вы думаете? Я что-то сейчас в растерянности. Денег самые побольше. Разные. Чтобы... Ну, понятно, что... Но вот один вопрос, денег какой побольше, мир будет, которым ты будешь доволен, то есть, получается, кто-то ему должен этот мир преподнести, а я бы задал вопрос, какой мир ты готов построить? И вот в зависимости от ответов мы будем ранжировать. Я уверена, что люди не знают. Всех не спасти, но
избранные Да почему будут избранные? готовы. Ну, это пробудить нет, бред, тех, кто бред, готов. бред, Не бред, бред. Всех надо. Нет. А чем отличается твой метод от психоаналитика? Кто говорит, расскажите мне, что вам делали в детстве, как Не вам? знаю, я об этом не думаю. И вот мы с каждым по одному работаем. Он скажет, я доволен буду миром, если там у меня будет бесплатный попкорн с утра. Хорошо, получай. Я хочу розовый мир, пожалуйста, вот тебе очки. Я вообще Нет, хочу... индивидуальный мир мы, конечно, для каждого не построим. А как ты говоришь, у всех спросить? А вот какой вы готовы построить, на готовности можно объединять уже людей хотя бы специализированными группами. Можно вычленить, а какие же действительно образы будущего существуют. И объединив избранных, таким образом начать Мне работать. кажется, нужно исходить из самого негативного состояния, которое есть. Условно, например, берем самый низ. У нас нет тех людей, которые готовы что строить. Они не знают как. Не знают что, не знают зачем. Вот они ходят к гадалкам, прозябают свою жизнь, даже не по их вине столько, а вот так вот. Не знают они, находятся в незнании, не знают, что делать, и в обессилении работают с утра до вечера, обессилели, и ходят к гадалкам, пьют и страдают. Все, что еще от такого человека требовать, чтобы он продумал там, какой мир он хочет, какие концепции. Ну, человека пожалеть надо, обнять. Прекрасно, обнимашки, это здорово. Вот. Не все, кто ходит к гадалкам, а даже у очень богатых, влиятельных людей есть свои астрологи. Да, кстати. Почему? Потому что это сегодня модно. Это в том нарратив. числе, согласна. Люди, кстати, весьма в себе уверенные, которые, могут просто там полгорода купить, не впадая в долги сильные, да, они идут туда, потому что им другие, они внушаемые, говорят, что это работает. Они верят в эту технологию. Магия, оккультизм – это ведь не просто форма выхода в отчаяние такое, это технология. Они не верят в другие технологии. А почему они это? А потому что все остальное деградирует. Вот наша техника, она ведь развивается как? Она развивается в плане контроля, слежения, придумывать все новые штуки. Да. И в сферу услуг. А вот чтобы предпринимателю решить проблему, допустим, планового характера, сделать эффективный план, чтобы на личном плане человеку помочь выстроить свою жизнь, техника этим не помогает. Что Алиса помогает, что ли, голоса в голове, и куда они идут? Так я же про это и говорю. Нет у человека знаний. Сильные, умные люди идут за технологией, а проектера предлагает другую, настоящую технологию. Жить, поэтому мы приходим и говорим, уважаемый, не ходи туда, там снег в башка попадет. У нас технология, у нас план, у нас будущее, которое ты видишь, в котором ты живешь. И, кстати, какое будущее ты готов построить? Нет. Все, да, у нас уже есть о чем абсолютно говорить. согласна с тем, что у человека нет понимания, в каком он мире живет, следовательно, он не знает, как действовать в нем. И поэтому очень логично выходит с того, что если я не знаю, значит, тут магия мне все поможет. Технология – это абсолютно верно. В том числе и для богатых, получается, это определенное снятие хотя бы в моменте какой-то психологической нагрузки. Он может все решения принять сам и сделать все может сам, но хорошо бы сходить и хотя бы там на полчаса забыться. Может быть и так в том числе. Хорошо, то есть получается, что эра ставит вопрос таким образом, обращаясь к миру и граду, да? Какой мир, в создании какого мира вы готовы участвовать, правильно? Да. Так вопрос сформулирован. В создании какого мира вы готовы участвовать? Вот это хорошая тема для соцопроса. Мы можем какой-нибудь соцопрос организовать? Хотя бы подручными силами? Наверное, можем. Надо подумать об этом. Это интересная штука, она прям ложится в наш канон. И нашим спикерам великим, без преувеличения, мы потом результаты этого опроса покажем, да и вообще, начиная с сегодняшнего дня, будем оповещать их о том, что вот у нас такой вопрос возник, что в создании какого мира вы готовы участвовать. Вот они видят ли в своей голове такой вопрос? Потому что простроенная концепция – это одно, а слышат ли ее люди и что они отвечают – это совершенно другое. Просто без людей ничего нельзя построить. Конечно. Они могут пассивно можно участвовать, написать. Активно, да, но если они активно не участвуют, то ничего не будет. Ничего не будет, конечно. Ничего не будет. Они просто не наймутся на стройку даже. Потому что, может быть, не узнают или им предложат не те деньги, которые они ожидают, условия и так далее.
Я хочу вам вкинуть вещь такую, она всплыла у меня сейчас в голове. Кургинян, прекрасно вам известный, довольно часто говорит, Федор, ты здорово поднял тему мистификации, и он довольно часто говорит о том, что в противостоянии Третьего рейха и Советского Союза большое значение имело то, что немцы, пусть и практически добитые и раздавленные, смогли отползти в той или иной степени, хоть как-то сохранив вот эту жизненную свою прослойку, уцелев, за счет того, что они были очень сильно мистифицированы. Вот эта тема с ННРБ, тема с тем, что это борьба огня и льда, тема с тем, что это вот избранная арийская раса, вот это все, по его мнению. И мне кажется, разумное зерно в этом присутствует. Да. Очень сильно помогает им по сегодняшнюю пору, по сегодняшний день выживать. Хотя, казалось бы, фашизм тотально приговорен и теми преступлениями, абсолютно доказанными, всем известными, которые он совершил, и самой своей, такой вот гнилостной, разлагающей сутью. Советский проект как будто бы тоже был, Советский Союз как будто бы тоже был в достаточной степени мистифицирован, но никогда не ставил этого главу угла. То есть советская идеология, советские зрительные образы, вот это величие, которое шло через монументальное искусство, во многом через архитектуру, безусловно, оно формировало такое мировоззрение, подобное древним, да, гармония духа и тела, гармония внешних форм, гармония торжественных мероприятий и все прочее. Но той степени мистицизма, которую можно, возможно, было бы во все это внедрить и добавить, ее не было. Вот это было ли ошибкой? И то, что происходит сегодня, я к чему все это затеял-то? То, что происходит сегодня, оно является ли отражением того, что, безусловно, вот эту эзотерическую, мистическую составляющую во все нужно вносить? Потому что таков есть человек. Вот так ему и веселей, и интересней. Несколько поправок. Да. С моей точки зрения, вот такие конспирологи популярные, они ничем не отличаются от гадалок, псевдошаманов и прочих. Я и не спорю это с этим. форма эксплуатации желания причаститься к тайне, ничего не делать для этого. Это очень модно, эффективно. Вот конспирология всегда живет, и она в смутные времена оживает. Что касается Третьего рейха, поспорю. Я интересовался вопросом, эзотерическое направление, оно касалось верхушки. Более того, оно было наиболее активно до начала Первой мировой войны, потому что восходило еще к старым ариасовским обществам, было законтачено на старую немецкую аристократию, связано с английскими, даже масонскими ложами, вот эта вся история. Вот, как бы на серьезном уровне, на государственном, это не очень воспринималось. И последний всплеск был в конце войны, он связан был с общим, нагнетанием истерии внутри руководства, и это тоже касалось довольно избранного круга. Для большинства эксплуатировалась, в общем, старая добрая протестантская этика. На пряжках было написано «С нами Бог», вот, там, и так далее. Поэтому сомневаюсь больше. Более того, это, кстати, отмечал даже Эрнест Хемингуэй в своей книге об Испанской войне. Он писал, что коммунисты, они самые, штаб коммунистов напоминает какой-то мистический орден. Вот внутренний огонь, который горел в коммунисте, которого обуревали исторические цели, он, оставлял далеко позади всех мистиков того времени, потому что тот эзотеризм, он был во многом выхолощенный, во многом бытовой, лавочный эзотеризм на уровне примитивной магии. Помолимся темному богу, он нам даст больше выручки за колбасу, или там поможет захватить другие земли, чтобы мы больше продавали колбасы. Примитивно. Коммунист, время Великой Отечественной войны, это вот период горения, он был обуреваем примерно той же задачей, к которой мы сегодня приближаемся от проекта «Эра». Это преобразование мира, это создание качественно нового человека, абсолютно свободного, целеустремленного. Это покорение миров, но не насильственное покорение, а интегрированное. Дух, который дышит где хочет, дышал в этих коммунистах, какая там западная эзотерика. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации.
Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании. Ну, у нас периодически подрубает падение Союза. Это понятно, что это является такой серьезной, такой общеродовой травмой. Поэтому, конечно, это не должно смущать Ну, никого. тем не менее, да, услышал тебя. И да, я понимаю, о чем ты говоришь. Дети, бывает, травму получают, когда бегают, там, развиваются, и даже в больницу могут попасть, но потом да, встают. и получают не одну, и да, и набивают такое количество шишек, что, казалось бы... Советский Союз не разрушен, он просто ушел в тень на некоторое время. Ну да. Я не хочу элиту, которая руководствуется мистическими какими-то Правильно, никто не идеями. хочет. А Ну, какую это ты хочешь? страшно. Отлично. Очень ценное замечание. А какую ты видишь элиту? Я Я православный имею в виду вот в человек. таких характеристиках. Не, я православный человек. Ну, как мистика и эзотерика, мне кажется, она, ну, на мой взгляд, немножечко проще, чем религия, потому что требует от человека меньше. Просто ритуалов каких-то и еще что-то. Религия требует изменения души и там отдавания, ну, вот это вот вся православная этика. Поэтому я бы, как православный человек, хотела бы, чтобы это была религиозная элита, понимающая свою Религиозная. ответственность между обществом и перед Богом в том числе. Религиозные. На острие науки? Ну, конечно же, не так консервативно там, естественно. Ну, ты этого не сказала. Нет, научно, Подчеркнем, всё на верно, острие науки. Естественно. Я не фанатичная. Возможно Не ли это? фанатично. Я понимаю. Возможно ли это в сегодняшнем дне? Вот такая управляющая элита общества, исключительно воцерковленная, ноль иронии в моих словах, исключительно воцерковленная, прямо на острие науки. Возможно ли это сегодня? Да, это проще пареной репы, только это не поможет. Обращайтесь. Веками во многих У Федора странах, припасено. и в Российской империи, на Святой Руси, в европейских странах, вся это была супер воцерковленная, абсолютно верующая элита. И Они вообще, были верующие? Ну, только все, ритуальная конечно. Я обряд. что-то сильно сомневаюсь. И ты знаешь, вот в революцию, значит, сражались друг с другом и с белой, и с красной, и с зеленой стороны. Все люди православные, крещенные, Согласна, венчанные еще вчера. А завтра вот бесы их, значит, закружили в своем Естественно, хороводе. да, это вообще ничего, да. никакой разницы не имеет. Более того, элитными могут быть коровы, быки, лошади, вина. Люди сами по себе, каждый человек – это образ и подобие Божие, если брать религиозный аспект. И когда мы научимся жить без элит, ни на кого не надеясь, не перекладывая ответственность, а вот готовы на твой вопрос точно сразу же сказать, в каком будущем он готов участвовать, вот этот вот алгоритм действий коллективного и индивидуального, вот это будущее, оно способно совершить рывок. А элитными так и останутся племенной скот, лошади, вина и что-нибудь еще. Кино может быть элитным. Оно не всегда такое интересное, но элитное. Скорее авторское, да. Это самое страшное, что может со всеми нами случиться, посещение сеанса авторского. Не будем забывать, кто ввел в политический лексикон Новой России слово «элита» применительно к руководителям. Анатолий Чубайс. Да. Вот. Когда слышите, кто-то говорит слово «элита», это значит Чубайс говорит вашими словами. Это из ноосферы пробивается к нам Чубайс. Не-не-не, его в ноосферу не берут. Не берут. Не Из знаю. стартера откуда. Да. Человек Хотя- в любом случае действует Из Упума, если Где он? вспомнить «Розу мира». Человек в любом случае всегда действует на основе какой-то концепции мировоззрения, системы убеждений, ну, мировоззрения, система, Да. комплекс смыслов, ценностей, убеждений, мировоззрения. Я бы не хотела, чтобы это было прям максимально как-то искажено какими-то, вот говорю, мистическими историями. То есть хочется более реалистичную концепцию, систему мышления у тех людей, которые двигают наше общество вперед. Вот к чему это. Замечательно. Прекрасный нарратив. Наука и целесообразность во всем. В том числе, да. А уж будет ли это кодекс строителей коммунизма, или общехристианские заповеди, или православный канон веры, или общечеловеческие гуманистические ценности, по большому счету значения не имеет, потому как, позвольте допущение, примерно суть есть все одно. Да, Это и все вот можно примерно. читать одновременно. И Да. сейчас- Или, да.
И то, что сейчас большинство людей идут и обращаются к мистике, говорит лишь о том, что этой системы ценностей, концепции, на которую человек может опираться для действия в социальном мире, практически не осталось. Она размыта, человек не чувствует опоры под собой в уме. Нет системы мышления, как жить и мыслить в этом мире, чтобы было хорошо. Тем более это дает нам карт-бланш на построение проекции реального прогнозируемого будущего через программу эры, через идеи эры и, собственно, через тот вопрос, который мы смогли буквально сфокусировать сегодня в эфире. В создании какого мира вы готовы участвовать? Или вы хотите участвовать? Или вы Готовы. будете участвовать? Будете, вы готовы, будете. хотите. Да. Да. Весь спектр желаний и намерений. Тогда принимаем в работу соцопрос, обмозгуем после эфира, как это сделать, и продвигаемся дальше в наших обсуждениях. Да. Спасибо. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», политический обозреватель Федор Бирюков и координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко. Спасибо, продолжаем. Спасибо, товарищи. До свидания.